Приветствую вас. Начинающие игроки, когда обращаются за помощью к мастерам или изучают какие-либо тематические материалы, довольно часто сталкиваются с таким нехитрым универсальным рецептом «считай». Как правило, его никто не конкретизирует, поэтому новичкам приходится самостоятельно догадываться, что же конкретно скрывается за этой магической формулой. Разумеется, здесь речь не идет о механическом переборе всех возможных вариантов, поскольку человек не компьютер и не может себе позволить за несколько секунд проверить несколько миллионов ходов, чтобы выбрать наиболее подходящий. Счет живого игрока – это процесс творческий, если можно так выразиться. Довольно сложное многогранное понятие. Вряд ли его можно вот так сходу четко формализовать. Поэтому попробуем зайти с другой стороны. Возникла идея записать несколько видео, в которых на примере конкретных игровых ситуаций постараться наглядно продемонстрировать логику этого процесса. Что же такое счет, что конкретно и как именно игрок должен считать. Будем разбирать и простейшие ситуации, и более-менее сложные позиции. А начать хочу вот с этой партии Руслан Плоскунов, Игорь Шлемак. Это обычная игра, не турнирная, состоялась довольно давно. Я еще тогда отметил один интересный момент, и вот сейчас дошли до него руки. Как мы видим, партия завершилась уверенной победой Шлемака. Однако по ходу игры был момент, когда результат мог стать противоположным. И не стал он таковым исключительно потому, что Плоскунов в ключевой момент недостаточно тщательно просчитал ситуацию. Открываем практику. Быстренько просмотрим всю партию сначала. Здесь Плоскунов вот таким характерным развитием веток пытается максимально сузить сопернику пространство для атаки. В итоге атака у Шлемака получается изначально довольно широкой. И вот здесь Плоскунов идет на риск, пропускает атакующую цепь внутрь, рассчитывая на контратаку. Риск довольно обоснованный, поскольку конфигурация точек здесь контратаке явно способствует. Шлемак это видит, пытается разорвать атаку. Плоскунов, тем не менее, проводит свою цепь. И вот здесь Шлемак сначала угрожает вот этой группе синих точек. Плоскунов ее защищает, после чего, укрепив вот этот хвост, Шлемак через верх атакует вторую связующую группу. Вот этот момент, я считаю, был ключевым. Здесь Плоскунов поторопился. Он попытался, что бы то ни стало, защитить эту группу, однако сделал это неудачно. Шлемак довольно технично ее окружил. Что нужно было делать синим, чтобы решить этот эпизод в свою пользу? В первую очередь, вот в этот момент тщательно проанализировать позицию. Здесь мы имеем ситуацию взаимного окружения. Синие почти сформировали свою цепь, но один из ее отрезков, в свою очередь, находится под угрозой окружения красными. Для того, чтобы понять перспективы, необходимо в первую очередь выяснить, кто же замкнет окружение быстрее. Для этого нужно посчитать пробелы и, соответственно, количество ходов. Синим здесь необходимо 1, 2, 3, 4, 5. На пятый ход они замыкают свою цепь.
Что же красные? Если синим ничего не предпринимать, то красным достаточно 2 ходов. На второй ход они забирают вот эту группу. Соответственно, убирать сейчас пробелы синим бесполезно. Нужно сначала каким-то образом продлить жизнь вот этой своей связующей группе. Как это можно сделать? Для этого нужно отталкиваться от действий красных. Если для них кратчайшим путем является атака через этот пункт, значит его нужно в первую очередь заблокировать. Теперь, чтобы продолжить атаку, красным необходимо будет делать прыжок. И тут уже не важно на самом деле через один пункт или через два. В любом случае количество ходов у них останется одинаковое. 1, 2, 3, 4. На 4-й ход они эту синюю группу заберут. Важное дополнение: нужно в таких случаях всегда убеждаться, нет ли у соперника возможности сократить это количество ходов. Здесь такой возможности нет, поскольку здесь бамбук имеет соединение, и атака сквозь него ход красным не сократит. Если бы здесь не было, допустим, вот этой точки, да, тогда нужно было бы закрывать, тратить ход, и красные сокращали бы себе один ход, но здесь этого нет. Синие просто забирают, и у красных остается то же самое количество ходов. И сверху тоже. 1, 2, 3. И все равно в любом случае окружение идет на 4-й ход. Хорошо. Продлили мы жизнь вот этой группе точек. Но все равно нам не хватает одного хода. Как мы помним, наше окружение замыкается на 5-м ходу, а не на 4-м, как у соперника. Соответственно, нам этот недостающий ход нужно откуда-то взять. Сделать это можно одним единственным способом. Называется прием сокращения ходов, и заключается он в следующем. Нам нужно найти такие ходы, которые будут одновременно убирать наши пробелы и при этом создавать угрозы, которые соперник не может проигнорировать, на которые он вынужден будет отвечать и тратить при этом ходы. Есть ли здесь такая возможность? Да, есть, и даже не одна. Рассмотрим обе. Во-первых, мы должны обратить внимание вот на эту центральную группу красных точек. Она является связующим звеном всей атаки красных. Вот здесь эта группа защищена стандартной фигурой. Сквозь этот пробел вот в такой конфигурации мы атаковать не можем, поскольку красные поставят уголок и не позволят нам пройти. Однако, как мы знаем, любая стандартная фигура, любая типовая форма имеет уязвимости. И одной из таких уязвимостей мы здесь можем воспользоваться. Что нам дает этот ход? Если красные проигнорируют его, то они потеряют центр. Если же они закроют пробел, то они потеряют один ход, а мы, в свою очередь, один ход себе сократим, поскольку здесь у нас было 2 пробела по прямой, а теперь у нас остался 1 пробел по диагонали. И если красные закрывают этот пробел, мы дальше можем просто убирать свои.
и окружать всю ветку красных. Это первый вариант. Чем он плох? Тем, что после вот этого хода красные могут проанализировать ситуацию, правильно оценить обстановку и разменять центр на вот эту группу точек. То есть не закрывать этот пробел, а окружать верхнюю группу. Соответственно, получается приблизительно равный размен, плюс красные сохраняют возможность для глобальной атаки. Есть более эффективный вариант за синих. Нужно проанализировать остаток красной цепи. И здесь мы можем увидеть еще одну типовую форму, еще одну стандартную фигуру. Вот такая конфигурация довольно эффективна в обороне, потому что позволяет одним ходом закрыть сразу две диагонали. Однако сквозь вот эти пункты можно угрожать окружением. И здесь мы можем этим воспользоваться, если зайдем с другой стороны, не снизу, а сверху. Вот такой ход. Что он нам дает? Если красные продолжают окружение вот этой группы, мы следующим ходом угрожаем окружением вот этой связующей группы красных точек, на что, соответственно, красные вынуждены будут ответить, закрыв вот этот пункт. Соответственно, они потратили один ход, а мы сократили один пробел. И теперь успеваем окружить красную ветку. Вот такая есть возможность, которая при прыжке красных однозначно решает всю позицию в пользу синих. Ну, для пущей уверенности мы можем даже посмотреть какие-то ответы со стороны красных, что они здесь могут сделать после этого хода. Здесь разрывать бесполезно, здесь тоже невозможно. Что вот такой ход, ну да, он выглядит опасным, поскольку здесь есть вот такая угроза, но реализовать ее красные не успевают ни вилкой, ни проходом вот здесь, поскольку синие окружают быстрее. Кроме того, отмечу, что я сознательно вынес за скобки вариант развития событий, при котором синие пробуют даже после прыжка красных все же защитить вот эту группу точек. На самом деле здесь есть кое-какие варианты, однако я не стал в них углубляться, поскольку нашей теме гораздо больше соответствует разобранная нами атака. На этом можно было бы остановиться, если бы не одно но. Планируя подобные комбинации, просчитывая подобные варианты, всегда нужно исходить из того, что все, что можете просчитать вы, может также просчитать и ваш соперник. Если вот после этого вашего хода красные проанализировали бы тщательно позицию, просчитали бы все варианты, которые мы с вами уже разобрали, то они могли бы, естественно, осознав все угрозы, не совершать вот этот ход, который однозначно ведет здесь
к проигрышу ситуации, а попытаться каким-то образом синим помешать. Каким образом? Ну, за синих здесь самый эффективный ход вот этот. Соответственно, красные могут попробовать его пресечь. Чем это опасно? Помимо того, что лишает кратчайшего пути, еще и создает угрозу вот такого окружения. Ее тоже нужно видеть и иметь в виду. Если здесь мы попытаемся соединить цепь, мы потеряем вот эту группу. Поэтому после такого хода красных первоначальный наш замысел работать уже не будет. И нужно всегда на такой случай иметь какой-то план Б, запасной вариант. Здесь позиция позволяет осуществить такой план Б, поскольку помимо кратчайшей траектории есть еще и более длинная. Что здесь необходимо учитывать? Во-первых, нужно оценить вот эту угрозу. Имеем ли мы сейчас еще один ход, чтобы потратить его куда-то, а не на то, чтобы закрывать вот эту диагональ? Да, имеем, потому что вот в такой ситуации красные окружить еще не могут, потому что вот эта вот точка синими в любом случае забирается, а вилки здесь не будет. Соответственно, у нас есть один ход в запасе, куда нам его потратить. Мы помним, что для окружения вот этой нашей группы красным нужно 4 хода. А наша траектория, даже самая короткая, замыкала окружение на 5-м ходу. Соответственно, вот это более длинное потребует еще большего количества ходов. Соответственно, чтобы нам завершить эпизод в свою пользу, нужно предварительно сделать вот это. Этим ходом мы полностью обезопасим вот эту свою связующую группу и сможем спокойно после этого замкнуть окружение по большей траектории. Красные здесь уже ничего не смогут сделать. Здесь, соответственно, мы блокируем вот это окружение. А разорвать вот этот пробел красным здесь уже практически невозможно. Для этого нужно, чтобы синие совершили какую-то уж совершенно чудовищную глупость. Допустим, ну, не знаю. Что-то вот такое, допустим, даже если произойдет, то все равно у красных, как видим, что здесь 3 пробела, что здесь 3 пробела. Ну, здесь тем более больше. И, соответственно, замкнуть они не успеют, синие окружают быстрее. Вот такая интересная и богатая на варианты получилась позиция. Разумеется, по ходу реальной партии все это просчитать довольно сложно. Я уже неоднократно говорил о том, что анализировать постфактум и принимать правильные решения по ходу партии – это совершенно разные вещи. Поэтому задачей нашего видео является не поиск чьих-то ошибок, а попытка наглядно продемонстрировать логику процесса. Что именно нужно анализировать, какие факторы учитывать, какие конкретные приемы иметь в виду и как их, соответственно, правильно применять.
Постараемся эту тему развить в следующих видео, а пока спасибо за внимание и играйте в точки.